Здравствуйте! Канал Masters of Body снова с вами. Итак, напоминаем, дорогие друзья, что по нашей периодизации годовой сейчас у нас период восстановления и реабилитации. И сегодняшняя тренировка именно ног также будет проходить в этом контексте. Мы не будем давать больших осевых нагрузок на позвоночник, мы не будем грузить колени, но пампинг, который мы сегодня вам предложим, даст офигительно тяжелую нагрузку на квадрицепсы. Ногам мало не будет. А потом вторая часть нашей сегодняшней программы будет посвящена пояснице. То есть некоторые наши подписчики в своих комментариях попросили показать, как лучше потянуть поясницу, спину, вообще порастягивать после тяжелых тренировок. Это относится и к тренировкам спины, и к тренировкам ног. И мы попробуем дать небольшой ликбез, как это лучше сделать. Надеемся, вам это все подойдет. Так, друзья, общую разминку мы сделали по классике, немного кардио, немного суставной разминки. Далее у нас следует два круга разминочных. Они будут состоять из 3 упражнений. Это будет разгибатель ног, где-то 15 повторений, сгибатель лежа и гиперэкстензия, конечно. То есть разогреем коленный сустав, подколенное сухожилие и поясницу. Выполним, еще раз говорю, 2 круга по 12-15 повторений. Итак, после разминочного 3 сета гиперэкстензия, разгибатель, сгибатель. Вы видели, мы сделали по первому разминочному подходу. Мы его даже не считаем в программу, с пустым грифчиком присели. Далее, что у нас будет? Суперсет. Приседание со штангой, узкая стойка с упором под пятки. И вторым упражнением дополнять будет жим ногами, широкая постановка ног. Вес будем выбирать такой, чтобы в состоянии было сделать 12-15 повторений. Еще один момент хочется учесть. Нас часто смотрят девчонки в последнее время. Для них можем порекомендовать, чтобы меньше грузился квадрицепс, а больше был акцент на заднюю поверхность бедра и на ягодичную. То в жиме ногами мы потом отдельно покажем. Стопы будем ставить чуть-чуть повыше, чуть-чуть развернем носочки, включим приводящую и попытаемся больше растянуть ягодичную. Девчонкам это будет по нраву.
обращали ваше внимание на стойку ног для девушек. Если мы, парни, делаем ноги пониже, для чего? В этот момент коленный сустав изгибался больше и квадрицепсы включались больше. И, соответственно, девчонкам квадрицепс нужен меньше, мы ставим ножки повыше. Повыше. И колено будет участвовать меньше, ягодичная будет включаться больше. Поэтому выбираем вариант удобный для себя и прорабатываем в этом суперсете ваши ноги или попу. Друзья, как видите, к третьему подходу многие уже настолько отказываются, что мы решили веса не добавлять, но в вашей программе должны запомнить один нюанс. Все эти 3 подхода мы делаем практически без отдыха. Отдых дается только минимальный на попить воды и все. То есть не даем этому наливу стухнуть. Работа, работа, еще раз работа. Когда вам большой вес не понадобится, силовая выносливость увеличивается, нагрузки на суставы, как говорил, минимально. Итак, друзья, основную часть мы закончили. Мы поприседали, пожали ногами, задали свободным весом основной налив. И далее у нас вторая завершающая часть, но не менее важная. Первое упражнение будет выпады в машине Смита поочередно назад. Хочу обратить внимание, что это упражнение очень подойдет тем, кто хочет зацепить свои именно ягодичные мышцы. Траектория максимально безопасная для спины, ввиду того, что штанга не шатается взад-вперед, пояснице удобно. Также это будет безопасно для колена. И точечная проработка будет ягодичной мышцы. Девчонкам многим понравится. Всем нашим клиентам, которым мы это упражнение предлагали, всем зашло. У всех ягодицы болели минимум по 2 дня. Далее, после тренажера мы не отказываемся от свободного веса и добавляем приседания с гантелями. Не всем понятно, но это упражнение хорошо помогает скоординировать ваши движения и хорошо закачает колено, кому надо, подготовит его. Вот. Потом в конце все-таки добавляем разогретую двуглавую мышцу бедра. Также в тренажере, но уже рабочим весом. И, можно сказать, отдых активный. Это будет голень в станке сидя. Итак, 4 упражнения, 3 круга, по 10-12 повторений в каждом упражнении. Поехали!
Итак, у нас остался последний, третий подход. Хочу напомнить, все круги, все 3 круга мы делали практически без отдыха. Именно это дает колоссальный памп относительно небольшим весом. Это очень важная деталь. Итак, друзья, мы закончили первую часть нашей сегодняшней программы. Прокачали ножки, пропампили. Благодаря клубу Orange хотим им опять же сказать спасибо. Надеемся, у нас все получилось и вам все было понятно и доступно. А сейчас переходим ко второй части обещанной нашей программы тренировки. Растяжка спины. Поехали! Йоу!